Доброе утро, друзья! Четвертый день, мы на Амазонке. Четвертый день рыбалки. Напомню всем, кто следит за нашим циклом передач, что основная задача поймать огромного окуня. Огромного окуня. Я хочу установить свой личный рекорд. На сегодняшний день самый большой окунь, который был мной пойман, это рыба весом 4300. Но моя цель поймать окуня свыше 7 килограмм. В идеале это окунь на 10 килограмм. Несмотря на то, что здесь очень большие шансы это сделать это не так просто. Сегодня у меня есть определенное предчувствие, потому что не знаю, как это объяснить, но сегодня я уже решил одеть нагрудную GoPro для того, чтобы, если это случится, не пропустить этот кадр, для того, чтобы вы смогли убедиться, как это происходит. Большая часть зависит от удачи. Я надеюсь, что она нас сегодня не оставит. Ну а сейчас мы отправляемся вперед. Мы кого-то обязательно поймаем, но наша задача поймать именно рекордного окуня. Ловля крупного окуня ведется достаточно тяжелыми большими приманками. Это такой большой физический труд. Вот целый день их надо маслать, потому что это должны быть мощные рывки, брызги во все стороны. И именно так самые высокие шансы поймать большого окуня. Поэтому, несмотря уже на рабочие мозоли, сегодня целый день будем бить, маслать, пока не отвалятся руки. И я надеюсь, что вот эта камера это сможет зафиксировать. Ну что, друзья, где-то больше часа мы шли на полном ходу. Вот идешь, везде все похоже, везде рыба, везде есть всплески. Но крупный бас, он держится в каких-то определенных местах. И эти места знают только местные рыболовы. Те рыболовы, которые здесь родились, выросли. Сейчас мы приехали в такую как бы небольшую лагуну. Гид говорит, здесь живет крупный бас. Будет у него сегодня настроение или нет, говорит, я не знаю, но он тут есть. Сегодня буду охотиться только за крупным. Начну вот с такой приманки. Кстати, это моя тезка, тоже называется Юра. Ну что, тезка, надеюсь, ты принесешь мне сегодня рыбу моей мечты.
С первого заброса, друзья. С первого заброса. А вот будет он удачный или нет, я не знаю. Это не Big Fish, но это вот такой красавец. Гид уверен, что там большой есть. Его просто опередил вот такой малыш с первого заброса. Сегодня у нас есть возможность проверить теорию с первым забросом. Ну, посмотрим. Go! Сильное течение. Фух. Такой перекатик, очень-очень мелкий, с сильным течением, буквально метров 50, ну так, против течения. Фух. Сейчас нам очень хочется поймать большого окуня, и гид нас ведет уже в самые сокровенные места. В них тяжело пробираться. В некоторых местах
чуть ли не на руках приходится переносить лодку. Но мы придем туда, куда мы хотим, и мы поймаем нашего большого окуня. Более диких мест в своей жизни я пока не видел. Конечно, самая дикая природа. Ага. Вот это, ребятки, дорога. Big fish? Small? Big. Самую большую свечку нам дала самая маленькая рыбка. Так, ну, наверное, прошло уже пару часов. Нам удалось поймать, это, по-моему, третью рыбу всего. Но мы ходим исключительно там, где крупная. И вот окунь вот такого размера, вот, ну, на первый взгляд, вот, его вес 1,5-2 килограмма. Он считается неприличным приловом. Ну, продолжаем охоту.
Так, ну что, мы возвращаемся из волшебной лагуны. Места очень красивые, дикие. Вот видно, что там практически никто никогда не бывает. Очень много мы потратили там времени. К большому сожалению, активности не было никакой. Поэтому по вот этой тропинке, которую нам удалось преодолеть, мы по ней возвращаемся. Сейчас гораздо проще, потому что мы сплавляемся по течению. Вот, уже не нужно прилагать столько усилий. Но тем не менее мы надежду не теряем, отправляемся в следующее место за поиском большого окуня. Тут пересохло, брат. Три рыбы поймать? Угу. Первую часть рыбалки мы потратили на поиски очень крупного окуня. Сейчас полдень, у нас обед. Но на обед нам надо поймать 2-3 небольших окуня. Поэтому мы подплыли вот в определенное место. Тут пришлось пройти пешком. И вот перед нами как бы такая небольшая лагуна. Здесь мы сейчас поймаем на обед. Я надеюсь, что поймаем. И потом продолжим поиски крупного. Так, первый на обед есть. В общем, друзья, рыбалка здесь выглядит следующим образом. Если поставить себе за цель поймать 100 рыб в день, ну, это сделать несложно. Но если ваша цель поймать крупную рыбу, то здесь уже задачка посложнее. Сейчас мы быстренько поймаем 3 рыбки себе на обед. Вот. И... это собака. Это рыба-собака. У нее очень опасные зубы.
Ее нельзя брать руками. Я не взял плоскогубцы, поэтому придется как-то вот так. Ага. Блин. Так. А dogfish. Dogfish. Угу. Так, ну что. Ну, осталось еще поймать одну рыбку. И мы отправляемся на обед. Вот наша третья рыбка пошла в кусты. Ах! Ах! И освободилась из кустов. Скорость у рыбы бешеная, невозможно даже скоростным вываживанием ничего сделать. Просто невозможно. Куда хочет, туда идет, причем рыба любого размера. Вот наша третья рыбка. Третья рыбка. Это опять собака. Гид только что увидел всплеск крупной рыбы, зовет меня к себе, несмотря на то, что мы уже на обед поймали. Может, мы здесь поймаем крупного. No danger, Coco, that no danger. Опять был выход крупной рыбы. Ой-ой-ой-ой-ой. Really fast. Good guess. Walkie bait. Oh, Jesus. Big fish. Там охотился только что очень крупный окунь. Блин, ну чего-то он не хочет идти на нашу приманку. Тут сумасшедший ил. Приходится еле идти, чтобы не упасть. Тут опять муляка.
у нас сначала села одна камера, потом села другая, и мы направились к месту, где мы оставили свою лодку. И вот, подойдя к берегу, находясь по уши в грязи, перед нами открывается такая картина. Все тот же красивый берег, но нашей лодки на месте нет. За несколько секунд я успел испытать несколько чувств одновременно. То есть мы находимся где-то в Амазонке. Я оператор, гид. У нас 2 спиннинга и больше нет ничего. Даже тот телефон, который был со мной, он был бесполезен, потому что здесь работает только спутниковая связь. Ну, у нас с собой, естественно, вообще ничего не было, потому что даже обычный телефон остался в лодке. Я оператор, гид и 2 спиннинга. В общем, постояли мы несколько минут. Гид уверенно поднял руку вверх, говорит: сейчас. И куда-то ушел. Опять во мне начали бороться разные чувства и мысли. И вот спустя несколько минут где-то он нашел нашу лодку и прибыл на ней. В общем, мы с радостью сели в лодку, быстренько выпили по баночке холодных напитков, ну и отправились на прекрасный обед, который очень быстро, очень вкусно готовили наши гиды. Сегодня мы обедали с нашим вторым экипажем из Киева, с Юрой, с Игорем. В общем, обед, который был на 4-й день пребывания в Амазонке, был особо вкусным. В общем, не знаю, ребята, к какому типу людей вы относитесь, верите вы в приметы или нет, но сегодня была поймана рыба с первого заброса. Вот сегодня у нас есть возможность проверить теорию с первым забросом. И вот нас преследует такая череда путешествий. Мы толком ничего не можем поймать. То есть было поймано несколько штук, но для этих мест это очень смешно. В общем, после обеда мы продолжили поиски крупного окуня. Сейчас мы находимся в одной из лагун, где он обитает. Но поймаем мы его или нет, мне самому уже очень интересно.
Друзья, сегодня был 4-й день моего пребывания на Амазонке. Мы сегодня охотились исключительно за крупным окунем. Мы заходили в глубокие лагуны, обрабатывали канавы возле берегов. Именно те места, где живет окунь крупного размера. Под крупным размером здесь подразумевается рыба свыше 5 килограмм. Но, как я говорил, в этой поездке для меня важно поймать десятку. Именно сегодня я ее хотел поймать, но не смог. Я видел несколько выходов крупной рыбы, но один раз даже вот так возле приманки был мощный выход, но, к сожалению, не удалось поймать. Сегодня у нас была куча разных приключений. Мы пробирались в таких местах и пешком, и на лодке. В общем, находились, устали. Вот, завтра мы продолжим охоту именно на крупного окуня, потому что сейчас это уже вопрос принципа. Ну а с вами был Юрий Петраш. И вот этот парень заканчивает нашу рыбалку. Друг, мы хотели поймать не тебя, а твоего дедушку. Мы сейчас тебя отпустим, ты успокоишься. И завтра мы должны встретиться с твоим дедом. Ну а с вами был Юрий Петраш. Встретимся в следующем выпуске. Рыбалка с Юрием Петрашем.